Всем привет, с вами Дэн, и как видите, Велли Мерк у нас бренд, который где-то с месяц назад я примерно показывал, рассказывал, и он мне понравился. И в соотношении цена-качество показал себя очень даже приятно. Ну что ж, давайте вскрывать коробочку. Приехала она с AliExpress. Потом ссылочку оставлю, если часы понравятся и если вам будет интересно. Так, давайте пленочку снимаем. Тут упаковка такая ближе к смартфонам, наверное, да? Так. Ну, бренд довольно молодой, но, знаете, вот ведут себя достаточно приятно, то есть в том плане, что я вот прочитал отзывы, там у них, например, была не очень хорошая упаковка в транспортировке, да, в том числе в Россию, и они ее поменяли, там улучшили, чтобы все хорошо приходило. Не каждый бренд, в общем, такими вещами занимается. Знаешь, здесь у нас такая небольшая инструкция на английском языке, как пользоваться часами, ну, в общем, в хозяйстве пригодится, если не знаете вдруг. Здесь инструмент для укорачивания браслета, либо замены, ну, укорачивания браслета, да. И как раз как пользоваться таким инструментом для браслета, тоже, кстати говоря, в хозяйстве пригодится. Это плюс. И что мне понравилось еще в первый раз, когда я их показывал, это, конечно, такой travel кейсик, который мало того, что в принципе всегда полезен, особенно вы когда часто куда-то ездите, и он плюс маленький, потому что большие лошадиные кейсы таскать с собой, ну и то еще удовольствие. Вот, так что молодцы. Оп! О-хо-хо-хо! Ребятушки! Да. Это прям их новинка. Я помню, кто-то писал уже в комментариях про эту модель мне. И, блин, ну она на рендерах, конечно, ну вообще не так смотрится. Вообще не так смотрится. Так прям хочется неимоверно быстро снять эту пленку, потому что, мне кажется, циферблат здесь очень красивый и глубокий. Так, все, пленки нафиг, все, разорвали, взорвали. Блин, какая красотулечка, ё-моё, а? Тут аж две бирки налепили мне, значит, что сертификат качества. Прошло контроль качества. Так, давайте все-таки я еще с браслета сниму пленки, а потом уже продолжим. Снял я пленки, знаете, вот не хочу показаться как-то вот высокопарным, что ли, но мне кажется, это самый такой разудалый циферблат, который я видел у недорогих часов в 2024 году. Ну, реально, ну, смотрится, конечно, просто вау, потому что он, во-первых, многомерный, да, то есть здесь углубление, и идет звездное небо, потом идет луна, которая, да, кусочек торчит, потом у нас идет, соответственно, такая прозрачная часть, под которой прячется у нас вторая луна, потом идет диск такой по краям, где часовые и минутные метки, ну и стрелки, все это создает объем, такую галактику. Полупрозрачная луна тоже очень красиво, и знаете, ну мне нравится дизайн. То есть, да, сделано сложно, сделано красиво, прикольно, приятно, но мне нравится именно дизайн. То есть, они сделали, ну, что-то очень интересное. И нравится логотип и название компании, которая находится на этом вот прозрачном диске, под которым как раз спрячется частично вторая луна. И модель эта называется Twin Moons, две луны сделали, чтобы было, наверное, вот, ну, во-первых, понятно, что в принципе всегда делается так луна, да, у нас как бы, да, просто они сделали этот момент, где луна скрывается полупрозрачным, и за счет этого, ну, выглядят они максимально футуристично и необычно. И как раз-таки это и добавляет и объема, и как бы вот, ну, человечество всегда любило немножко подглядывать. И здесь вот нам дается такая возможность немножко подглядеть. И мне как раз вот прям зашло. Прикольно. Трехмерная луна такая, да, индикация фазы луны, собственно. Референс у модели VM142. И, ну, цены на AliExpress — это такая в последние годы субстанция гибкая и меняющаяся. И многие всегда мне пишут, типа, Дэн, ты сказал одну цену, она там другая. Короче, на момент записи ролика 12 там с небольшим тысяч рублей. Всякие купоны, распродажи, скидки, акции и все подобное. Это вы сами смотрите, отслеживайте. Но вот я говорю о том, сколько это стоит. И на первый взгляд выглядит просто потрясающе.
Значит, у нас здесь вот во втором положении можно менять уже вот эту самую Луну, двигать ее, и, соответственно, движение Луны вообще в целом, оно происходит, один оборот Луны – это 1 месяц. Вот мы во втором положении головки Луну меняем, в третьем положении головки, соответственно, подводим время. Ну, а первое положение головки здесь оно не завинчивается, это можно механизм подзавести. Механизм внутри стоит, понятное дело, китайский, потому что у нас здесь сложная Луна. И здесь стоит знакомый вам по многим китайским микробрендам, я бы даже сказал, дорогим микробрендам Ханчжоу 7200. И сразу вспоминайте, на канале были такие дорогие часы с этим механизмом, которые стоили по штуке баксов. И здесь запас 72 часа, 28 800 полуколебаний час и 21 камень. И посмотрите, здесь отделка превосходная. И, честно говоря, я в шоке, что Велимерк поставил вот этот механизм, который используют дорогие китайские микробренды, которые уже иногда и в России продаются, там и по соточке, и по 200 тысяч рублей. И вот они, приветик, ребяточки, часы за 120 примерно баксов. С этим же уровнем отделки Велимерк нам ставит. Вот такая вот маленькая приятная ситуация. И плюс еще такое приятное усложнение. Я на самом деле просто... вот правда, эмоционально я в шоке, потому что не ожидаешь все это получить, и это качество, потому что да, на картинках все это показано, но когда ты смотришь в руках, это обычно другая ситуация. Да, она другая. Да, часы сделаны круто, да, их в принципе можно выставить в российских магазинах, там поставить цену там, в 100 тысяч рублей и вперед, в принципе, вот. Ну как это обычно делается. Ну ладно, значит, сталь 316L здесь по корпусу браслету, Superluminova C3 плюс Superluminova BGW9, конечно, картинку вставлю, посмотрите, как это все светится, сапфировое стекло, 50 метров водозащиты. Сразу скажу, что вот бросилось в глаза, здесь, конечно, внутреннего антиблика либо нет, либо он очень слабенький, его здесь явно не хватает, хотя стекло плоское. Так, значит, давайте по размерчикам. 41,2 у нас диаметр, высота 12,6 по браслету 20, от ушка до ушка 47,1. Ну, собственно, на размеры достаточно такие универсальные. Мои запястья 18,5, посадочка здесь очень даже приятненькая, неплохая, часы правильного такого размера, ну, достаточно такие среднеразмерные. С учетом усложнения, вполне себе окей на практически любое запястье. Слушайте, ну, прям симпатично смотрится. Единственное, что я, конечно, бы их поставил сразу на ремешочек. Мне кажется, к ним должен быть какой-то прям красивый, хороший, дорогой ремешок, который их сделает визуально прям еще дороже, чего они, собственно, и заслуживают. Браслет здесь... Прям на первый взгляд, то, что бросается в глаза, похуже сделан по полировке, чем корпус. Он неплох в целом, и в базе стоит взять этот браслет с неплохой такой застежкой, да, он в целом окей. Но корпус здесь, слушайте, здесь корпус на уровне Edgelosser, который стоит по $1000. Реально. Он очень похож, я думаю, что это даже, наверное, скорее всего, один и тот же корпус с классной геометрией, с классной полировкой, сатинирование здесь по краям, по граням, зеркальная полировочка. На безеле тоже зеркальный безель двухсоставной, посмотрите, такой со ступенечкой здесь, Ой, красиво, ой, хорошо, слушайте, вот это, конечно, вау. Поэтому корпус здесь, ну, просто восхитительный. А в эту ценовую категорию я даже просто не понимаю, как они сделали такой корпус. Ну, я не понимаю. Это круто. И поэтому браслет, он здесь неплох, но он как раз соответствует часам за 12 тысяч рублей. А корпус здесь не соответствует. Корпус здесь от часов за штуку баксов. Вы уж простите. Ну, как есть, так и говорю. Это круто. И механизм тоже дорогой. Поэтому думаю, что здесь хорошо бы поставить что-нибудь прям лютое по ремешку. Может даже заказать что-нибудь, да, и будет прям красотулечка, прям пушка будет, прям пушка. Класс. Да, ребята меня удивили, просто невероятно удивили. Ну, то есть я понимал, что первая модель, которая была на обзоре, она окей. Но вот эта модель, кстати, ровно 150 грамм. Эта модель, это прям...
Это заявочка на лучшее соотношение цена-качество просто навечно, не знаю. Ну, по крайней мере, понятно, что они развиваются каждую неделю, все, что выходит, что-то новое. Но это супер. Ну, в общем, вот так, да, у нас получается уже Луна здесь вот больше видна, эта Луна чуть меньше видна, но все равно такая полупрозрачная. И в целом, знаете, читаемость и дизайн здесь окей, мне нравится. То есть, вполне себе взрослые, хорошие часы с классной проработкой, с шикарными характеристиками, невероятной ценой. И ну, тут, мне кажется, можно только восхищаться, как это можно сделать. Возможно, это демпинг, да, возможно, демпинг, а может быть и нет. Ну, давайте посмотрим с вами макро. Так, ну, как говорил, да, не хватает антиблика. Вот это вот то, что было бы прям кстати. Ну, посмотрите, какой объем, какая луна. Она мне напоминает луну в некоторых швейцарских часах. Может быть, даже в одном месте делалось. Стрелочки с зеркальной полировочкой у нас. Метки тоже с зеркальной полировкой. Все достаточно приятно сделано. И корпус... Смотрите на этот корпус. Смотрите на этот корпус. Не, ну слушайте, вот такими темпами, конечно, я понимаю, почему у швейцарцев просто жесточайшие проблемы. Да, здесь между ушками, конечно, не так отделано, как у Эйджлоссера, но опять же вспоминаем цену. То есть немножко добавить здесь и там, и да, это будут часы за 500-1000 долларов, в зависимости от производителя. Но здесь у нас цена в 100 баксов с небольшим. Так вот, вернусь к своей мысли, да, слушайте, ну красивый механизм. Вот механизм в том же состоянии, как у Эйджлоссера, очень круто. С этим же уровнем и качеством полировки. Так вот, проблемы швейцарцев, которые, да, уже прям, откровенно вываливаются наружу, они показывают, что просто китайцы приходят и разбивают, разламывают рынок и делают его более доступным с вот таким вот уровнем качества. Ну что же, по итогам я, в принципе, все сказал. Меня, конечно, трудно удивить, вот удивили. В плане цены, конечно же, и цена, и соотношение качества. Поэтому пишите, как вам эта модель, как вам этот бренд, что еще показать из Вилли Мерк. Я в шоке. В общем, на этом ролик и завершаю.